Всем привет! Сегодня мы будем шить вот такой вот модный комбинезон для малыша. У него скошенная молния. Посадка комбинезона достаточно плотная, поэтому он может быть использован как поддева под более теплые вещи. Ссылку на выкройку я оставлю в описании под видео. Для начала нужно правильно распечатать выкройку. Обычно я пользуюсь браузером Google Chrome. Для того, чтобы правильно распечатать, в настройках печати нужно выбрать 100% масштаб и после этого запускать печать. После того, как распечатали выкройку, проверяем тестовый квадрат. Он должен быть 10 на 10 сантиметров. Если все верно, значит масштаб вы выбрали правильный. Далее, согласно плану раскладки, нужно разложить листы и затем их нужно склеить. Чтобы склеить листы, нужно срезать одну часть рамочки. И затем наложить этот лист на второй. Таким образом, чтобы все линии совпали, и вот эти стрелочки, они должны быть стык в стык. А также водяной знак должен продолжаться. Обратите внимание на штучность деталей. Очень много деталей нужно выкроить в одной штуке. Такие детали, как рукав, подошва и подъем, выкраиваются по 2 штуки. А также обратите внимание, что спинка, она у нас выкраивается со сгибом. Шить я буду из футера с начесом, воротничок и манжет будут из кашкарсе в тон. После того, как вырезали выкройку, начинаем кроить. Обратите внимание, что выкройка у нас уже с нанесенным припуском 7 мм. Вот эта стрелочка обозначает направление долевой нити и также направление рисунка, если он у вас есть на ткани, и направление ворса, если ткань с ворсом. Спинку я приложила к сгибу, приколола булавками и после этого буду вырезать. На детали обязательно переносим все вот эти вот растечки с выкройки. Это можно сделать небольшой надрез ткани вместе с выкройкой, буквально 2-3 мм. Детали переда мы прикладываем к ткани уже в один слой и обязательно соблюдаем направление долевой нити. Обратите внимание, что деталь обтачки горловины мы прикладываем к изнаночной стороне ткани. Приступаем к пошиву. Сначала нам нужно обработать 4 среза у деталей переда. Значит, вот эту вот деталь, там, где у нас будет втачиваться молния. Край второй детали, также срез второй детали, где у нас будет притачиваться молния, и вот этот край у третьей детали. Я края обрабатываю оверлоком, но вы можете это сделать либо зигзагом, либо имитирующей оверлочную строчку на бытовой машинке. Теперь берем первую и третью деталь, складываем их вместе. И нам нужно прошить, сделать строчку вот в этом месте, буквально 3-4 сантиметра вверх. Далее берем третью деталь и припуск вот этот вот мы подворачиваем и делаем отделочную строчку. После этого этот шов приутюживаем. Затем вот от этой метки, место притачивания молнии, которую мы перенесли с выкройки, нужно притачать одну половинку молнии. Вот таким образом отгибаем хвостик
Прикладываем начало молнии ровно к этой отметке. После этого притачиваем к этой детали молнию. У меня молния длиннее нужного размера, поэтому я ее буду укорачивать. Теперь я меняю лапку на более тоненькую, чтобы подобраться как можно ближе к зубчикам. Если вы шьете на бытовой машинке, то вы можете использовать лапку, которая предназначена для притачивания молний. После этого берем вот эти вот детали две, складываем их вот таким вот образом. И делаем строчку как можно ближе к молнии. Можно лучше всего приметать две детали между собой, либо сколоть вот таким образом булавками. Начинаем стачивать эти две детали от плечевого среза. Обязательно ставим закрепки в конце и начале строчки. Заканчиваем строчку примерно на том месте, где у нас начинается шов стачивания первой и третьей детали, то есть вот до этого шва. Затем застегиваем молнию. Смотрим, чтобы у нас было все ровно. И притачиваем вторую половинку молнии таким образом, чтобы от верха у нас оставался припуск на притачивание воротника. То есть примерно 7 миллиметров от края. Также притачиваю как можно ближе к молнии узенькой лапкой. Лучше всего молнию приметать заранее, чтобы у вас ничего не вытянулось, не растянулось, и молния лежала ровно. Бегунок молнии можно застегнуть и продолжить строчку. Также строчку прокладываем до места стачивания вот этого вот первой и третьей детали. Вот таким вот образом должно получиться. Далее нам нужно подрезать молнию. Если она у вас также ниже, как у меня, я ее немного подпарываю от второй детали, вот от этой планки, которая у нас, которую мы пришивали изначально молнию. И после этого молнию обрезаем. Теперь эту молнию вот здесь вот можно закрепить вручную. Край молнии можно вот здесь вот опалить, чтобы она не распускалась. Вручную стежками пришиваем вот сюда спиральку. Не насквозь, а только к вот этим вот припускам. Буквально несколько стежков проложили, и затем вот эту планку мы дальше закрываем, и можно ее сметать или приколоть вот это место булавкой, и лишний хвостик вот этот вот срезаем.
Далее притачиваем подъемы у ножек. На деталях мы поставили рассечку. Эту рассечку мы прикладываем здесь с этой стороны к шву, а с этой стороны к рассечке на этой детали. И втачиваем. Складываем срезы вместе и делаем строчку, соблюдая припуск 7 мм. Таким образом притачали и второй подъем. Здесь у нас получается вот так вот, что молния край, который мы срезали, закрыты, поэтому никакой грязи, никаких срезов практически не видно. Далее берем деталь спинки, складываем лицом к лицу к переду и стачиваем плечевые швы. Шов мы вот этот вот раскладываем в разутюжку. После того, как стачали, обрабатываем плечевые швы и шов притачивания подъема. Далее берем детали рукавов. Вот эта рассечка на рукаве означает, что этот срез у нас притачивается к передней части. И также есть рассечка на передней части проймы. Теперь скалываем или вметываем рукав в пройму. Центр рукава, рассечка центра рукава должна совпасть с плечевым швом. Шов на комбинезоне с передней части должен смотреть на спинку. И затем прокладываем строчку притачивания рукава к изделию. После того, как втачали рукава, обрабатываем эти срезы. Далее стачиваем и обрабатываем боковые швы вместе со швом рукавов. Далее приметываем и втачиваем ластовицу, соединяя рассечки. Сейчас этот край ластовицы нужно обработать. Далее соединяем рассечки середины ластовицы с серединой спинки и сметываем либо скалываем шаговой шов. Делаем строчку уже через ластовицу полностью всего шагового шва. Теперь обрабатываем шаговой и боковые швы. Далее берем деталь подошвы, следочков, скалываем их также, рассечки складываем середину к середине, скалываем либо сметываем и стачиваем. При стачивании боковой шов у нас должен смотреть на спинку, на пяточку, а шов притачивания подъема на носочек. После притачивания шов обрабатываем. Далее берем деталь манжеты, складываем их лицевой стороной внутрь и стачиваем. Теперь шов у манжеты мы раскладываем в разутюжку, складываем манжет пополам вот таким образом. И теперь нам нужно притачать манжету к краю рукава. Манжет мы складываем, вот этот шов рукава соединяем примерно с швом у манжеты. Вот эти вот швы можно немного таким образом заложить, чтобы они были не стык в стык, а чуть-чуть раздвинуть их, чтобы не было очень большой толщины. И скалываем или сметываем булавками.
Таким образом растягиваем внутренний манжет до ширины рукава и равномерно скалываем. Далее, растягивая манжет, мы его втачиваем в рукав и затем обрабатываем эту часть. Теперь нам осталось вшить только воротничок. Обрабатываем край обтачки, вот этот срез. Если вы шьете комбинезон из более эластичной ткани, сильно растяжимой, то обтачку лучше продублировать флизелином. Складываем воротничок вот таким вот образом, можно его немного приутюжить. И далее прикладываем к срезу, равномерно растягивая, приметываем или скалываем и прокладываем строчку притачивания воротника к горловине. Таким образом я сначала сколола булавками, равномерно растягивая воротничок, и затем приметала. Теперь я убрала булавки и нужно проложить строчку. Прокладываем строчку, обращаем внимание, чтобы плечевые срезы у нас лежали на спинку. Теперь берем деталь обтачки. В принципе, вот этот срез его можно обработать либо киперной лентой, либо трикотажной обтачкой. Но я покажу, как обработать вот такой вот широкой обтачкой. Для этого мы накладываем лицом к лицу и сначала стачиваем вот этот вот край, прокладываю строчку. Вот этот краешек молнии можно уже срезать. Прокладываем вот в эту строчку, соединяя край обтачки. И далее приметываем или прикалываем обтачку по всей горловине. Я приколола бейку булавками, также равномерно натягивая воротничок. И теперь буду прокладывать строчку. Строчка у нас должна проходить в строчку притачивания воротничка. Срезаем уголочки, подрезаем вот эти вот толстые припуски. Выворачиваем обтачку. Вот так вот должно получиться с этой стороны. Далее вот с этой стороны, где у нас планка под молнию, так как у нас здесь уже проложена строчка, вот этот край нужно аккуратно вот так вот подвернуть внутрь и здесь проложить еще одну строчку в край. Далее обтачку вот таким вот образом разглаживаем. Можно проложить еще отделочную строчку, закрепляя вот эти вот припуски с обтачкой. Для этого нужно как можно больше срезать вот этих внутренних припусков. Я срезаю припуск кашкарсе и оставляю 2 припуска от основной ткани. Теперь перегибаем вот таким образом, чтобы припуски смотрели на обтачку. И прокладываем отделочную строчку, закрепляя обтачку к припускам. Далее обтачку таким вот образом разравниваем, и можно стежками, обычной иголкой вручную прикрепить вот эту обтачку к
плечевым вот этим вот срезом с одной и с другой стороны. Далее аккуратно приутюживаем, и все, наш комбинезон готов. Надеюсь, мастер-класс вам понравился. Буду ждать ваши отзывы и комментарии.